привет и добро пожаловать на мой канал. Это моя самая первая видео из серии русских народных сказок, которые я собираюсь вам рассказать. Сказка на сегодня называется «Репка». Она подойдет для уровня сложности самых начинающих, то есть для А1. Ну что, начнем? Слушайте. Посадил дедушка репку. Посадил ее в землю. Пришла пора сбора урожая, а репка выросла огромная, очень большая репка выросла. Дедушка начал ее из земли тянуть, он ее тянет. У него не получается, ничего не получается. Он позвал бабушку. Бабушка схватилась за дедушку. Дедушка схватился за репку, и они все вместе начали эту репку из земли тянуть. Но у них ничего не получается. Бабушка позвала на помощь внучку. Внучка – это дочка их сына, либо дочка их дочки. Девочка, можно сказать так. Девочка пришла и начала им помогать. Это девочка-внучка. Она схватилась за бабушку. Бабушка схватилась за дедушку. Дедушка схватился за репку. И они все вместе пытаются эту репку вытянуть, но у них опять ничего не получается. Девочка позвала на помощь собаку. Собаку зовут Жучка. Жучка – это имя этой собаки, да? Собака схватилась за девочку, за внучку. Внучка схватилась за бабушку. Бабушка схватилась за дедушку. Дедушка схватился за репку, и они все вместе пытаются вытянуть эту репку. Ее тянут, но опять ничего не получается. И собака позвала на помощь кошку. Кошка схватилась за собаку, собака схватилась за внучку, внучка схватилась за бабушку, бабушка схватилась за дедушку, и они все вместе пытаются опять эту репку вытянуть, но у них ничего совершенно не получается. Пришлось кошке позвать на помощь мышку. Мышка пришла, схватилась за кошку. Кошка схватилась за собаку, собака схватилась за внучку, внучка схватилась за бабушку, бабушка схватилась за дедушку, и они все вместе наконец-то эту репку вытянули из земли, они ее вытянули наверх. И, наверное, на ужин или на обед себе сварили какой-то очень вкусный суп или приготовили какое-то другое блюдо. Вот такая сказка. Если вам понравилась эта сказка, подписывайтесь на мой канал, я буду рада. Напишите комментарий, какую сказку вы хотите, чтобы я разобрала в следующий раз. Всем пока-пока.